Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин, и сегодня будем готовить легендарные беляши из детства. Это наш самый лучший семейный рецепт беляшей, который моя мама готовила даже на продажу. Раскрою секрет невероятно мягкого, пышного теста, которое не черствеет и остается вкусным и мягким даже через 2 дня. А при жарке оно не впитывает в себя масло. Приготовим начинку, которая сделает любой беляш сочным и очень насыщенным. Ну и конечно же поделюсь, как правильно приготовить, чтобы они 100% прожарились. Вкус таких беляшей вы запомните надолго, поэтому сразу сохраняйте рецептик. Я начинаю, а вы, пожалуйста, подпишитесь. В миску добавляем теплое молоко. Молоко не должно быть горячее 40 градусов. Добавляем 1 столовую ложку сахара, 25-30 грамм живых дрожжей. Если будете использовать сухие, тогда добавляйте 10 грамм. Добавляем муку, нам нужно, чтобы получилось как жидкая сметана. Муку добавляем из общего количества. И перемешиваем до однородности, можно венчиком либо ложкой. На опару уходит примерно 1,5-2 стакана муки. Так, я еще немножечко добавлю муки. Тесто получилось как густая сметана, сейчас покажу. Вот такое вот. И оставляем его, чтобы оно немножечко набухло, такой шапочкой взялось, на 10 минут. Прошло 10 минут. Видно, как уже взялась шапочка пышненькая. И уже видно, что дрожжи активизировались и начали работать. Теперь добавляем в эту смесь 200 мл теплой воды, 2 столовых ложки растительного масла и просеиваем оставшуюся муку. Всего муки у нас уходит на тесто 850 грамм. Я добавила половину муки и вымешиваем сначала ложкой, либо миксером, как вам удобно. Можно сразу крюком. Если будете вымешивать руками, тогда сначала мешаем ложкой, а потом руками, но не больше 5 минут. Должно получиться мягкое, эластичное тесто. Эта порция муки вмешалась. Теперь добавляем остальную муку. И снова вымешиваем. Тесто замесили. Оно эластичное, хорошо отлипает от рук. У меня ушло муки поменьше, чем в прошлый раз. Всего 700 грамм, обычно 850. Но это все зависит от муки. Теперь сам шар теста смазываем растительным маслом и миску, в которой оно будет подходить. Кладем миску и оставляем, чтобы оно подошло, увеличилось примерно в 2 раза. Чем теплее помещение, тем быстрее подойдет тесто. У меня обычно оно подходит за 30-40 минут. Пока подходит тесто, займемся фаршем. Я фарш уже прокрутила. Здесь у меня курица и свинина 50 на 50. Лук, черный перец и соль. Конечно же, вкуснее будет свинина и говядина 50 на 50, но курица готовится быстрее других видов мяса и в сочетании с свининой 100% приготовится в беляшах, и мясо не будет сырым. Часть фарша пересыпаем в другую миску. Примерно килограмм мяса. И теперь нарезаем лук мелкими кубиками. На 1 килограмм мяса 2 достаточно большие крупные луковицы. Нарезаем мелкими кубиками. И добавляем в фарш. Теперь для сочности добавляем воду либо молоко. С молоком мне вкуснее. Натираем 50 грамм сливочного масла на терке. И немного присаливаем. Фарш уже соленый, но лук и молоко не присоленное. Теперь все тщательно перемешиваем. Молоко придаст сливочный вкус, а в сочетании с луком начинка будет очень сочной. Масло хорошо дополняет фарш и делает его насыщенней.
Вот такой вот сочный фаршик у нас получается. Пока мы занимались фаршем, тесто уже хорошо подошло. У меня прошло ровно 40 минут. Руки и поверхность стола смазываем растительным маслом. Муку я уже не использую, чтобы не забивать лишний раз мукой тесто. Плюс она будет гореть при жарке беляшей. Обминаем слегка его рукой и отщипываем шарики теста. Я буду делать большие беляши, один на сковороду. И одну сковороду сделаю небольших беляшиков, а вы можете сформировать любой размер, который вам нравится. Тесто очень мягкое и приятное в работе. Ставим сковороду на огонь и наливаем примерно сантиметр растительного масла. Масло должно доходить до половинки беляша. Берем шарик теста и раскатываем тонко скалкой. Я часто готовлю именно большие беляши, потому что в детстве мама возила меня скупляться на базар в Мелитополь либо Приазовье, и мы в перерывах между покупками покупали большие сочные беляши. Тесто было не толстым, а фарш очень сочным, и я всегда стараюсь сделать такие же беляши из моего детства. Теперь в центр лепешки добавляем 1,5 столовых ложки фарша. Собираем тесто в мешочек. Скрепляем. Вот так вот. Лишнее можно отщипнуть. Теперь его немножечко расплющиваем. Аккуратненько. Если любите, чтобы тесто было попышнее, тогда не расплющивайте так сильно, как я. У меня получились диаметром 20 сантиметров, а маленькие беляши до 10 сантиметров. Вот такой примерно должен получиться у нас беляшек. Жарим с одной стороны 3-4 минуты до золотистой красивой корочки. Огонь должен быть чуть ниже среднего, не сильный, иначе беляш будет гореть. Так, смотрим, готов ли он. Да, готов. Теперь снова обжариваем 4 минуты. Можно накрыть крышкой для уверенности, чтобы приготовился фарш. Помимо больших я еще сформировала 4 маленьких, поэтому давайте сейчас маленькие пожарим. Беляши всегда кладем обжаривать сначала швом вниз. Снова жарим по 3-4 минуты с каждой стороны, а в конце на пару минут накрываем крышкой. Готовые беляши выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. И обжариваем так каждый беляшек. Если готовите открытый беляшек, тогда вниз фаршиком, открытой дырочкой кладем сразу. Открытые беляши я никогда не готовила. Это был мой первый такой. Отверстие можно было сделать чуть поменьше.
Масло при жарке не попадает внутрь беляша, потому что мясо создает такую как плотную крышечку при приготовлении. Несмотря на большое отверстие, которое я слепила, беляш получился очень вкусным, и вам обязательно нужно попробовать такие сформировать. С этого количества теста и фарша получилось 5 больших и 4 маленьких беляша. До конца съемки все беляши, как всегда, не сохранились, так как еще горяченькими мы уже их продегустировали. Теплые, мягкие и румяные. В этих беляшах идеально все, от теста до сочного фарша. Такое тесто универсальное, оно подойдет для беляшей, пиццы, пирожков, несладких пирогов и даже хлеба. Я обычно жарю большую миску беляшей, и мы едим их 2 дня. Они остаются вкусными, как холодными, так и разогретые в микроволновке. Обязательно приготовьте беляши по этому рецепту и напишите в комментариях ваши впечатления. Всем огромное спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал и сохранять рецептик. До новых встреч!